Второе поколение самых удобных наушников-затычек, которые у меня были. Цена второго поколения на 10% дешевле первого. Абсолютная копия по внешнему виду, исключая качество пластика бокса. До 8 часов звучания на одном заряде. Мечта покупателя? Возможно. Tube 213, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, кратко, быстро и емко я поведаю вам о беспроводных True Wireless Bluetooth наушниках фирмы Meizu. А именно о наушниках Meizu Pop второго поколения. И так как на первую модель у меня уже был обзор, а в этих ушах почти все изменилось к лучшему, начнем без лишних слов. Факты вперед. Первое. Упаковка немного поменялась, но не так много информации, как хотелось бы на самой коробке, но с другой стороны, и зачем она нужна? Ведь есть инструкция, все стильно, просто и презентабельно. Приходит в отличном виде, и как вы видите, упаковка просто шикарна. И сейчас я расскажу вам почему. Вы на данный момент наблюдаете процесс моей покупки данных ушей на одном из китайских сайтов через посредника, который оказался очень быстрым и крайне отзывчивым. Я их покупал таким образом для того, чтобы мне быстрее они пришли. Плюс договорился, что если я упомяну этот магазин, соответственно, они мне пошлют наушники быстрее и сделают все оперативнее. Покупать через него, что в Китае, что в США, крайне удобно. Я, как вы видите, покупал в Китае. Оплачивать можно через карточку, либо через PayPal, как я это делал. Если закажете сразу несколько товаров в одну корзину, это выйдет еще дешевле, чем на Али. Плюс они дают, соответственно, там бонусы по $10. Для меня же очевидный плюс то, что как блогер я наконец получил товар одним из первых. Да еще при этом в шикарной упаковке, которую не победит ни один из самураев с Почты России. Дошла посылка молниеносно, за что спасибо этому сервису. А ссылка на конкретно этот сервис в описании. И каким образом вообще проходит процесс покупки. Но вернемся к наушникам. Второе. Цена безумно вкусная. Всего $60 США с доставкой с Алиэкспресса. На Али очень много предложений, и кому понадобится купить, ссылка на покупку в описании к видео. Вроде бы нормальный продаван. Но советую вам с покупкой не спешить. Не забывайте использовать кэшбэк, любой. На тот, что я использую, ссылка в описании. Один раз расширение в браузере установите, не обязательно на этот кэшбэк. И больше не будете про него вспоминать, только деньги сэкономленные выводить. Плюс опять же напоминаю, что на Али можно выбрать любого продавца, смотрите по отзывам и комментариям. Третье. Разных цветов у наушников нет. Только один, белый. Глянцевый качественный пластик просто моментально покрывается мелкими царапинами, особенно бокс. И если решитесь покупать уши, сразу заказывайте силиконовый кейс. Это моя уже вторая покупка подобных ушей и вторая ошибка, что я этот кейс не купил. Стоит кейс копейки, но первое, царапин не будет, и второе, блок не будет выскальзывать из ваших рук. Но скользкий он, как и первый. За что в перспективе вы не один раз скажете мне большое спасибо и спасибо силикону. Четвертое. Вес вместе с боксом всего 36 грамм. Прошлая версия весила практически минимум, ну а вторая, как вы видите, стала вообще невесома. Не знаю, в руках, конечно, ощущение как от игрушки, но 8 часов кряду, но к этому мы вернемся. Пятое. Bluetooth версии 5.0. Конечно, работает стабильно, и в заднем кармане джинс у меня тоже, опять же с телефоном по 20 Pro. Не удивляемся, если у кого-то начинает глючить с дешевыми телефонами за 4000 рублей, потому что каким образом себя ведут наушники зависит не только от наушников как приемников, но и от источника как передатчика. Благо чип в самих наушников установлен новый, а именно BES2300L. Шестое. Зарядка исключительно по кабелю. Никакой беспроводной зарядки, как в первой модели, этих ушей нет. Только Type-C. При том, что блок, что наушники внешне не изменились никак. И как кабель зарядки абсолютно нелогично находился на дне блока, так он там и остался. Как магниты крепко держали уши в блоке, так и держат. Как люфт у крышки небольшой был, так и остался. И как 4 диода индикатора показывали заряд блока в процентах после нажатия единственной физической кнопки на блоке зарядки, так они и показывают. Видите, даже обзор сравнения не обязательно вам делать. Седьмое. На самих наушниках сенсор, а не кнопка. Ненавижу сенсор. Думаю, как и вы. И несмотря на то, что он местами слишком чувствительный, местами он наоборот является воплощением тормознутости. Задержка после нажатия иногда бывает более секунды. Печально, но факт. Зато диоды на самих наушниках также отлично выглядят. Я бы даже сказал великолепно и все еще футуристично. Не забываю напомнить, что это самые удобные внутриканальные наушники, которые я носил. И не только я один. Давал мерить многим своим знакомым, и они с этим утверждением абсолютно согласны. Когда вы их вставляете, вы вообще не ощущаете, что у вас в ушах наушники. Иногда вы про это можете даже забыть. Единственное отличие от первой модели — отсутствие амбушюр с ножками. Да и кому они нужны, если честно? Уши и так не вылетают, они внутриканальные. Восьмое. В аккумуляторе
каждого наушника батарея на 55 мАч. В самом кейсе аккум на 350 мАч. По моим тестам уши играют около 7,5 часов к ряду на 80% громкости при воспроизведении аудио с телефона. Я безумно устал их тестить непрерывно, иногда они играли рядом. Понятия не имею, кому понадобится такая автономность, но она есть. И, к сожалению, в моей версии прошивки по отдельности уши использовать нельзя. Правый наушник главный, и его отдельно использовать можно, а вот левый нельзя. Возможно, я опять не прав, и если с танцем с бубном что-то сделать, то можно будет использовать по одному. Можете написать в комментариях. При подключении у ушей название не POP 2, а Meizu TVS 50ES. Подключаются к сопряженному устройству просто моментально, буквально за полсекунды. Так же, в принципе, как и сопрягаются моментально с устройством. 9. Задержки при просмотре YouTube нет. На сетевых играх наподобие PUBG задержка, как и у всех TVS наушников, есть. Микрофон, как и у всех подобных ушей. В данных наушниках всенаправленный микрофон MEMS с технологией шумоподавления. При ветре в людном месте работает не особо хорошо. Из всех ушей, которые у меня были, достойный микрофон был только у AirPods и Безосах. Кто не подписан, подписываемся. Среди подписчиков на канале постоянные конкурсы, достаточно подписки и комменты для участия в некоторых из них. Каждые 2 недели розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. И еще есть несколько розыгрышей, подробности всегда в описаниях к видео. 10. Расстояние, на котором работал голубой зуб, у меня около 35 метров. Через одну стену ловит всегда, через 2 не всегда. Вес каждого наушника всего 5,4 грамма. При звучании немного не хватает средних частот. Низкие и высокие воспроизводит очень хорошо. Ширины и глубины сцены для такого рода наушников хватает с лихвой. Звук, правда, немного липкий и просит работы с эквалайзером. Если желаете, чтобы они у вас работали стабильно и качество звука на Android устройствах было топ, как и в первой версии, обязательно через инструменты разработчика включайте кодек SBC. AAC кодек просто убивает их звучание, соответственно с iOS устройствами они не особо фонтанно у вас будут звучать. Защита от воды IPX5, и пусть плавать в них нельзя, но можно спокойно ходить под дождем и потеть. Уши заряжаются за 1,5 часа полностью, кейс заряжается полностью за 2 часа. В шторке индикации на Android показывает заряд ушей. С iOS системами работает также без проблем, но, как я уже говорил, звук там немного хуже, опять же по моему личному мнению. Уши я не обновлял, но у меня проблем с ними не было. Как обновить уши, у меня отдельный ролик, но опять же стандартной программой на 4 PDA у меня это сделать не получилось. В конце видео будет ссылка на эту программу, но не факт, что она у вас сработает. Через сенсорное управление они умеют следующее: долгое нажатие на правый и левый наушник, увеличение и уменьшение громкости звука, двойной тап по правому и левому наушнику предыдущий или следующий трек, одиночный тап по правому или левому наушнику ответить на звонок, положить трубку, соответственно пауза и плей, тройной тап вызов голосового помощника, в зависимости от того, что у вас Android это Google Ассистент, iOS это Siri. Резюмировать хочу тем, что пусть я и в 3-й раз повторяюсь, но эти наушники самые удобные для моих ушей наушники-затычки на рынке. И это факт. Второй факт, то что они очень классно и футуристично выглядят. И 3-я цена, на них сейчас она очень вкусная, и даже если вам понадобится, вы легко сможете их перепродать, ну пусть немного дешевле. И пусть у них не самое лучшее, но одно из самых лучших звучаний на рынке. Максимальная громкость позволяет глушить звуки электрички. Кровь из ушей, конечно, от них у вас не пойдет, но они достаточно громкие. Пластик немного хуже, чем в первой версии, особенно у бокса. Беспроводной зарядки нет. Если нужно сравнение, пишите в комментах, хотя я, если честно, не вижу смысла. Конечно же, сделаю, может быть, на стриме. Так что сегодня я их советую однозначно как неплохая замена яблочным ушкам. Во всяком случае, в плане дизайна и звука, но не микрофона. По всем вопросам пишем в комментариях, либо мне в ВК, Facebook, Telegram, либо Инсту. Следующий обзор будет на геймпад Xiaomi или сравнение Xiaomi-шных дотсов. Выбирайте сами. На канале минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим. Жду вас ВКонтакте, Фейсбуке, Телеге и Инстаграме. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.